Друзья, приветствую всех вас. Сегодня у нас очень интересная тема. Сегодня мы вместе с Яшей поговорим о здоровье печени. Что необходимо есть, что не нужно есть и как лучше быть, чтобы наша печень была всегда здорова. Мгм. И как мы к этому пришли? Да, самое главное, это, конечно же, опыт, который вы можете также в ускоренном процессе повторить и избежать тех ошибок, которые мы за 10 лет, Какие? За 20, за 30 лет? за 30 лет. Так, Мгм. итак, расскажи свой опыт. Мой опыт достаточно уже длительный. Дело в том, что в довольно-таки раннем возрасте я стала задумываться о том, как мне оставаться здоровой, что мне стоит делать, что мне стоит не делать, потому что я достаточно рано начала путешествовать, и смена диеты очень явно отражалась на моем внешнем виде, на моем самочувствии. В частности, в 16 лет я поехала жить и учиться в Соединенные Штаты Америки. И, как известно, американская диета, которая богата рафинированными продуктами, жирами и всем таким прочим, очень быстро, буквально-таки за полгода, дала свой отпечаток. Несмотря на то, что я по 4 часа в день занималась спортом, я за год набрала где-то 6 килограмм веса. И когда я возвращалась домой, меня уже не узнали родители. В итоге я поняла, что что-то здесь не так, Что-то нужно менять. что-то нужно срочно поменять. Ну и достаточно быстро я пришла обратно в свой нормотонус, так скажем, по весу, по внешнему виду. Следующая поездка была подобного рода и содержания. Это кругосветное плавание на яхте я ходила. И тоже был такой очень странный период, когда мы вынуждены были употреблять много очень углеводов и сахаров, потому что нечего было есть в какой-то момент. Вот. И мы питались запасами, которые были на лодке. Это были сушки, сухарики, что там, сгущенное молоко, ну и все в таком духе, да. И консервы, конечно же, всяческие. И я тоже, вот в следующий раз уже у меня такая серьезная прибавка в весе была, чуть ли не 20 килограмм. Вот. Но тоже я вернулась, и за полгода я вернулась в нормотонус. Вот. То есть мне пришлось быстро думать, как мне привести себя в порядок, потому что когда я видела отражение в зеркале и не могла узнать этого человека, я, собственно, брала себя в руки и предпринимала всяческие действия. Изучала, конечно же, тематику, но по мере моего развития, да, мне стали открываться все новые и новые методы, и в частности метод очищения печени по Морицу, который мы с тобой впоследствии пробовали, и меня очень вдохновил, потому Мгм. что я прочитала эту замечательную книжечку. Естественно, я купилась прежде всего на то изображение, там были изображения вот этих гигантских камней, которые как будто бы, да, эти сгустки зеленые такие камней, которые образуются в печени ввиду неправильной диеты. И, конечно же, меня это убедило к тому, чтобы начать чистку печени. И какое-то время я этим занималась, там, на протяжении, наверное, лет 5 я это все Получается, делала. человек, который заходит на такие процедуры, Ага. если у него был лишний вес, то он чувствует результат, правильно? Возможно, в тот момент у меня не было лишнего веса, просто мне хотелось, у меня уже тогда вот был период перфекционизма, мне хотелось быть все лучше, лучше и чище и чище, то есть это была моя такая prime эра, как мне казалось, в тот момент, на то десятилетие. И я пробовала различные вот эти очистительные диеты, и вот мне попалась эта книга Морица, и я решила попробовать ее. Вот, потому что, кстати говоря, я пробовала на тот момент Шан Пракшалану, после путешествий моих по Индии. И мне она не зашла. То есть вот эта вот вся история с большим количеством соленой воды, которую нужно Она пить, не мне смогла было выйти. очень... Не смогла выйти. Ну да, мне, короче, поплохело очень сильно. Но история с чисткой печени, я старалась соблюдать очень все последовательно, как было описано. И пошла на гидроколонотерапию, и вот это все было очень там, четко соблюдено. И на тот момент было нормально. И выходили эти как бы камни зеленые. Потом впоследствии я узнала, что на самом деле это просто
в процессе, так сказать, ферментации, вот то, что происходит вот с этим соком и оливковым маслом, образуются вот эти сгустки зеленые, да, и они выходят, как выходят, и все принимают их за камни из печени. Но по факту это, как оказалось, не совсем правда. У тебя достаточно такой длительный опыт взаимодействия с разными диетами. Ага, Могу быстро сказать про себя. давай. Я именно сознательно начал работать с биохимией вот 10 лет назад, когда встретился с тобой. Мгм, И мы начали экспериментировать разными диетами, мгм. и голоданиями, чистками печени. Да, Было дело. да, видео будет закреплено в чате, который вы сможете увидеть, либо ссылку под этим видео на Закрытое видео закрытое видео, да, в настоящий момент, в котором в мы котором ты описываешь свой опыт прохождения чистки. очищения Да. печени по морицу. Да, после 7 дней голода, да, Ага, по схеме да, идет чистка печени. да, да, да. И в целом я достаточно так за 7 дней очень принял такую прекрасную форму. Ага. У меня было где-то плюс 10 лишних килограмм тогда, и за 1 неделю я сбросил где-то килограмм 5-8, что в принципе чувствовалось достаточно очень хорошо, но потом я начал замечать, что с весом также уходили и мышцы. Мгм. Вот. Когда я тестирую своих пациентов и рекомендую какую-либо диету, в первую очередь нужно подпитать организм. Мгм. И согласно китайской медицине, в первую очередь, нужно подпитать организм, чтобы он мог как бы сам себя восстанавливать. Мгм. Если мы убираем с помощью голода, а пища — это наша энергия, которую мы потребляем. И Мгм. в китайской медицине нет такого понятия, как голод. Мгм. Вот. И когда я начал изучать китайскую медицину, прикладную кинезиологию, я узнал о 3 типах метаболизма. Мгм. И согласно 3 типам метаболизма есть такой тип европейский, собственно, мы с тобой к нему относимся, которым просто вредно голодать. Почему? Потому что когда люди голодают, именно длительный голод, 5-10 дней, 2 недели, происходит что? Происходит нарушение работы щитовидной железы. Мгм. И потом ее очень сложно запустить в норму, сбалансировать. Поэтому на коротком промежутке человек может получить определенный результат. Если у него был лишний вес, то он может его сбросить. Если речь про интервальное голодание идет. Нет, ну мы пока сейчас не про интервальные говорим, мы Мгм. говорим про именно голод, а потом еще чистку печени. Мгм. Мне кажется, что это очень сильный именно сброс энергии, возможно, для молодых 20-летних юношей и девушек, у которых есть лишний вес, один раз сделать такую чистку, это окей, но после того, как я прошел свое обучение, я понял, что наша желчь вытекает, она может не вытекать из-за чего? Из-за того, что могут быть спазмы в сфинктерах. И эти спазмы могут быть от чего? От того, что может быть какая-то психоэмоциональная проблема, либо какие-то паразиты, а в желчных протоках очень любят сидеть лямблии. И если в этот момент мы нагрузим печень каким-то очистительным механизмом, который делает Процессом. процессом, который не совсем естественный для нее, то Мгм. можно получить обратный эффект. И по опыту наших знакомых можно получить очень такой обратный эффект, который приведет к большим дисбалансам. Вот. Согласна. Ну и плюс еще могут быть какие-то структуральные нарушения, типа зажатости Диафрагма. диафрагмы, да, спазмы такого. Поэтому мы идем по среднему пути в нашей практике. Ага. И в первую очередь мы исключаем продукты, которые нарушают фазы детоксикации печени. Когда мы подходим с научным языком вообще к работе нашей физиологии, нашего организма, нам нужно понимать, с чего начинать. И чтобы не сделать лишних движений, в том числе для вас, кто слушает наш канал, когда вы слушаете те наставления, квинтэссенцию наших знаний, вы можете избежать ошибок в своей диете и максимально научиться восстанавливать себя с помощью наших методов в том числе. Я думаю, что важно коснуться биохимических процессов, которые происходят в печени, осветить тему
того вообще, какие функции выполняет печень, потому что для меня, в частности, когда-то это было открытие, что печень, например, выполняет там, до 500 функций. Я, конечно, была в шоке, мягко говоря, и поэтому вся последующая информация, в частности, про очищение печени, для меня, конечно, уже там она легла сверху, как масло на хлеб, потому что много было новой информации о том, какие функции выполняет печень, о том, там, где она вообще расположена, и как понять, что у меня уже есть какие-то проблемы. Конечно же, в длинном списке симптомов нарушения печени я, конечно же, обнаружила какие-то свои, типа там усталости, я на тот момент работала в офисе, и вот эти все корпоративные темы, конечно же, меня уже подистощили. Вот. И поэтому я очень даже на это повелась. Ну, давай спросим тебя как доктора, чтобы ты немножечко раскрыл тему того, какие функции выполняет печень. Во-первых, печень производит желчь. Во-вторых, печень выводит все продукты обмена из нашего организма. То есть, к примеру, те же гормоны, которые отработали, они выводятся через нашу печень с помощью желчи в тонкий кишечник и затем из организма. Соответственно, также ксенобиотики, которые, возможно, попадают к нам в пищу, через пищу к нам в организм, также выводятся с помощью печени. То есть у нас, получается, есть продукты обмена внутри нашего организма и есть те продукты питания, которые заходят к нам, и печень также борется с токсическими веществами и пытается их вывести. Однако, если, допустим, человек живет в условиях неподходящих каких-то, в которых есть загрязнение окружающей среды, то печень может перенапрягаться и брать на себя чрезмерную нагрузку. Возможно, человек пьет не ту воду, которая содержит, к примеру, какие-то тяжелые металлы, и это все оседает где в печени. Когда происходит загрязнение таким образом печени, если так можно сказать, то происходит нарушение фаз детоксикации печени. Фаза детоксикации – это такой процесс, который происходит в печени и позволяет ей поддерживать здоровье всего организма. Потому что в печени происходит не только детоксикация, а также еще активация некоторых гормонов, в частности, гормонов щитовидной железы. Да, также еще процесс кроветворения и распределения крови по организму. Да, запас гликогена, да, что очень важно для нашего мозга. Что еще? Поддержание функции иммунной системы также происходит в печени. Что еще у нас в печени происходит? Ну, достаточно. Выработка ферментов, которые переваривают жиры, собственно. Да. Да, и отсюда следует, что продукты, которые заходят к нам в организм, они очень влияют на нас. И самые главные два продукта, которые нужно исключить, когда вы начинаете работать с собой, работать со своим здоровьем, это какие продукты? Ну, самые логично, да, это сахар и алкоголь, наверное, ты об этом говоришь? И еще кофе. Кофе тяжело дается, хотя, конечно же, может метаболизироваться при здоровой печени, но если уже есть какие-то вопросы, то уже сложновато. Да, если вы чувствуете, что у вас есть какие-то вопросы именно с печенью, это может выражаться в каких-то высыпаниях, либо в усталости в том числе, и также вы можете посмотреть, печень открывается в глазах, вы можете посмотреть на свои зрачки, как они выглядят. И сразу же, если у вас есть какая-то такая токсическая нагрузка в вашем питании, рекомендую вам сразу ее убрать. Потому что если вы ее не уберете, то каких-то результатов быстрых вы достичь не сможете. И после того, как мы убираем продукты, которые отягощают печень, мы добавляем в первую очередь что? Ну, смотри, мы еще не упомянули продукты, которые тоже очень сильно отягощают печень. Это что? Изолят соевого белка. Ну, это да. То есть это искусственные типа белки, которые как раз-таки люди часто используют при диетах для похудения, в том числе а-ля очищения печени. Но по факту они очень даже не здорово влияют на печень. Перезагружают. Да, потом всяческие фруктозы,
сиропы глюкозные, Мгм. все, что делается из промышленной кукурузы, да и вообще, в принципе, все рафинированные продукты, Масла. масла из семян, Мгм. да, ну, не подсолнечные, да, а вот эти рафинированные подсолнечные масла, рапсовое, кукурузное, вот это вот все, на чем обычно люди жарят, чаще всего, да, вот это Перезагружает печень. Да. все эти продукты Перегружает. нужно вообще жестко исключать. И любые продукты, которые являются производными из нескольких, да, там, промышленной переработки, то есть не цельные продукты, все это нужно ставить всегда под сомнением. И, например, когда мы выбираем продукты в магазине, мы всегда берем монопродукты. И самое главное, что нужно восстановить в работе печени, Мгм. это метилирование, процесс метилирования, который происходит в печени, который, собственно, дает главную функцию печени — очищение нас от токсинов. Ну и еще важный момент. Понятно, что не всех он касается, но очень сильную нагрузку дает на печень это курение. 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 И М. сигарет, и каннабиса, конечно же, тоже Мгм. дает очень сильную нагрузку. Ну, любые химические какие-то Да. вещества, Мгм. продукты и так далее. Все, что имеет токсическую основу и дает токсическую нагрузку на печень. Да, получается еще, если мы говорим про состояние печени может быть как состояние мышц в гиперфункции и в гипофункции. В гипофункции печень становится жирная Мгм. и не справляется со своими обязанностями прямыми, а в гиперфункции печень работает очень интенсивно. Если мы вернемся к нашему УСИН, то вы сможете посмотреть, как можно повлиять на печень. Мы говорили об этом с вами вчера, по-моему. Вот. Соответственно, и гиперфункция, и гипофункция — это не самые благоприятные функции, и они приводят, если мы говорим про гиперфункцию, это, скорее всего, воспалительные процессы. То есть у человека, у кого печень очень сильно реагирует на продукты, и которой нужна поддержка, то, скорее всего, у него будет именно отклонение в область такого сверхраздражительности Мгм. и проблем с кожей, и Раздражительности именно эмоциональной. эмоциональной Мгм. раздражительности. И в целом организм будет Склонен к воспалению. воспалительным процессом. Мгм. Да. И согласно китайской медицине, в первую очередь нужно убрать излишний жар в печени. Если мы тестируем, например, пульс и видим, что в пульсе есть избыток жара, то нужно его вывести вначале, а потом уже, как говорится, делать другие манипуляции. Мгм. Соответственно, мы убрали продукты, Те которые, вещества. да, которые могут пагубно влиять, и нам теперь нужно что сделать? Накормить печень. Мгм. Но если у нас слабый желудочный сок, то есть не хватает кислоты, а именно кислота активирует нашу печень, Мгм. то то количество белка, которое не нуждается печень, она не сможет переварить. Давай поясним, что такое кислота. Да, кислота. Смотрите, с точки зрения китайской медицины, кислый вкус является вкусом печени. Мгм. С точки зрения физиологии, в нашем желудке очень кислая среда. Когда туда попадает белок, если в желудке кислая среда, то белок легко переваривается, идет дальше и, соответственно, активирует все процессы в желудочно-кишечном тракте, в том Мгм. числе выработку желчи. Вот. Если такой кислоты в желудке нету уже, то, соответственно, желчь не будет вырабатываться. А почему нету кислоты в желудке? Потому что человек употребляет, собственно, те продукты, про которые ты говорила. Большое количество углеводов, Мгм. злаки, которые понижают кислотность нашего желудка, соответственно, не приводят к тем процессам, которые вызывают отток желчного пузыря. Мгм. Вот. Ну, крахмал, также всякие зерна, что мы еще не упомянули, Да. я просто вспоминаю, какие продукты Ну, еще. мы должны сказать, Да. что как раз-таки вернуться к 3 типам метаболизма, Да. да, и отталкиваться от них, чтобы не путаться. Потому что вообще тема биохимии — это очень такая Объемная. объемная тема, очень сложная тема. Я Мгм. долгое время плавал в этой теме и искал разные диеты. Вот.
и не совсем успешно, могу сказать так, что были такие маятники, то вегетарианство, то другие моменты. И вот нужно найти свою диету. И вот мы нашли таким образом, благодарю Вселенную за это, После диету, 15-20 лет вегетарианства. диету по 3 типам метаболизма, да, которая разъясняет, что есть не одна диета для всех. Вообще прикладная кинезиология говорит о том, что нету какого-то Универсального. протокола для всех. Почему? Потому что все люди разные, все люди находятся в разных этапах своего роста, развития, и организм у всех разный, и в каждом участке времени роста человека необходима определенная диета именно для этого человека, чтобы он мог ее метаболизировать. То есть каждый продукт, который к нам заходит, он либо быстро расщепляется, дает нам энергию, либо наоборот забирает энергию. И я очень хотел найти мастера, преподавателя, который бы мне это все разъяснил. И так сложилось, что я получаю информацию через кого-то. Ну, она приходит вместе с людьми в мою жизнь. И очень важно для меня, какой это человек передо мной. И я через него могу получить такую информацию. Вот первым моим учителем биохимии была Сияша. И есть, потому что она первая, кто познакомил меня вот с этой прекрасной водой. В частности. В частности, да. Я до этого не любил кислую воду с лимоном. Опять же таки кислый вкус, который помог мне очень хорошо прийти в форму и сбросить лишний вес, потому что когда мы встретились, у меня был плюс как минимум 15 килограмм, плюс 10. От теперешнего. От теперешнего. То есть сейчас где-то 76, но тогда, мне кажется, 15 еще, да, было сверху. Ну, это было нормально, выглядело пристойно, но тебе, видимо, хотелось... Да, я понимал, что можно лучше. И следующим моим таким преподавателем по биохимии стала Татьяна Николаевна Чернышова. Вы можете ознакомиться с ее лекциями на моем канале, YouTube-канале Supreme Lab. И она просто передала мне, можно сказать, знания, и я поверил ей очень, потому что биохимия — это очень такая большая наука, в которой можно просто погрузиться и всю жизнь изучать какие-то процессы. Но она не просто передала тебе знания, да. Ты пошел к ней учиться. Да, я пошел к ней на обучение, и несколько лет. Да, и она просто перезагрузила на принцип понимания подхода к питанию, и она передает и передавала ортомолекулярную медицину, то есть понимание того, как нужно принимать БАДы, как их выстраивать, в какое время их пить, и как вообще это соединить с прикладной кинезиологией. И я получил, в принципе, для меня картинка раскрылась, получил именно то, что мне нужно по биохимии, и могу как раз-таки передать это вам в том числе, чтобы вы не тратили большое количество времени, потому что, опять же говорю, что очень много информации сейчас в Ютубе, везде, во всех соцсетях, но алгоритм, который приводит вас к результату, не всегда лежит на поверхности. Не всегда очевиден. Да. Соответственно, 3 типа метаболизма. Лекция по 3 типам также есть на YouTube-канале. Посмотрите, проанализируйте. Там есть определенные моменты, которые вы можете применить для себя, поняв по определенным точкам, какой вы тип метаболизма. Признаком, да? Признаком, да. И когда вы питаетесь по этим 3 типам, находя свой, вы понимаете, что в первую очередь идет поддержка печени. Потому что если печень находится в каком-то дисбалансе, то ни о каком здоровье нет речи. Вот. Да. Ну, для того, чтобы понять, какого действительно типа метаболизма тот или иной человек, нужно именно проходить тестирование. В первую очередь, да, лучше всего. Да, а в этой лекции там рассказывается о том, Да. как это делается? В этой лекции рассказывается, в этой лекции можно попробовать определить себя по ладони, но уже когда вы понимаете, что есть такой именно тест и что есть 3 типа метаболизма, то вы можете именно понять, на что делается акцент. В любом случае,
если так говорить общими словами, то человеку не хватает белка, потому что белок, особенно это мы говорим про европейский тип метаболизма, потому что белок — это строительный материал всех наших биохимических процессов. Это строительный материал нашей эндокринной системы, наших гормонов. И сейчас в современном мире существует такой дефицит белка. Да, вообще всех тканей вообще-то. Да, и когда ткани все нуждаются в постоянном обновлении. обновлении. И когда такое обновление есть, происходит такое поддержание гомеостаза. То есть наш организм, он такой непостоянный, и с помощью определенного количества энергии, которое мы получаем через пищу, этот организм балансируется. И если это непостоянство внутренних процессов обменных, это, можно сказать, такой термоядерный реактор внутри нас, он всегда нуждается в энергии. И эту энергию обеспечивает наша печень. Поэтому... Ну все, можно еще раз тебя Да. все же спросить, как Давай. делается тестирование метаболизма? Как это происходит? Тестирование метаболизма происходит с помощью таких световых пластинок. И у каждого типа есть два цвета. Один цвет усиливает мышцы, другой ослабляет. И с помощью наложения этих пластинок Да. на глаза, через Через- сетчатку глаза, Да. мы можем понять Мы можем по реакции понять организма. по реакции мышцы, то есть один цвет, он ослабляет, допустим, мышцы, другой цвет, он дает силу. Вот. И этот тест, он проходит по выбранной мышце, нормотоничной мышце, и мы можем понять, какого цвета человек. И что это дает? Ну, понятно, что все, конечно, посмотрят лекцию, но просто вкратце. У нас что по итогу выясняется? У нас выясняется то, что у каждого типа метаболизма есть свои продукты, которые благоприятно в первую очередь употреблять и благоприятно не употреблять. То есть ряд продуктов есть у каждого типа метаболизма, которые он не усваивает. И они не очевидны. К примеру, брокколи, да? Все знают, что брокколи очень полезная тема. Крестоцветный все. Да. Однако у европейского типа, допустим, у нас с тобой они не усваиваются вообще. Да. Такая же история с бананами, к сожалению. С бананами, да. Сколько мы их съели за свою жизнь? Да, соответственно, когда наша печень не вырабатывает то количество ферментов, которое необходимо для работы нашего кишечника, то возникают вопросы уже с кишечником. Такие проблемы, как дисбактериоз, воспаление кишечника. И тогда любой продукт, который у нас не усваивается, вызывает раздражение в нашем кишечнике. Да. И отсюда следует следующий такой вот механизм, который как спусковой крючок, который идет дальше, это уже проблемы с опорно-двигательным аппаратом. То есть наш кишечник, особенно толстый кишечник, связан с квадратной мышцей поясницы. И когда происходят, допустим, воспалительные процессы, как это было у меня первый приступ вот моей спины, как я думал, что это спина, это оказывается область перехода между тонким и толстым кишечником, люцикальный клапан. И первый приступ у меня появился вот, когда я поел что-то, будучи еще студентом медицинского колледжа. Да. И больше 20 лет назад. То есть это мне было прям, я был очень юный, но тогда уже зарождалась проблема, так как я не знал, какого типа метаболизма. Я ел очень много глютена, лактозы в то время. И вот эти приступы воспаления кишечника могут привести к чему? К тому, что вы станете менее гибкими, потому что квадратная мышца скукоживается, она очень прилегает к нашему кишечнику, она ассоциирована с кишечником, с толстым, и происходит такое... Биг багабум. Да, такая проблема, как боль в пояснице. И с этой болью я ходил к мануальному терапевту, Я тоже. ходил на массаж, и это, конечно же, не помогало, пока я не изменил диету полностью. Да, причем как бы не причиной, а триггером к этому может быть что-то другое из треугольника, то есть что-то третье, например, какие-то эмоции яркие. Ну, Да. я по себе, например, сужу, Мгм. что мой вот очередной виток самоузнавания и узнавания своего здоровья и тела был тоже вот через подобную ситуацию, когда у меня Стресса. заклинило спину. Мгм. Ну, я, естественно, тогда это ассоциировала только лишь со спиной. Потом я поняла, что, скорее всего, это был стресс. А потом уже, спустя очень много лет,
мы пришли к тому, что еще и кишечник в этом всем участвовал, потому что те продукты, которые, скорее всего, я употребляла в тот момент, они не были подобающими. Да, получается, если мы говорим про боль в спине, то есть у нас есть вопросы с кишечником, то есть это у нас ассоциированная мышца, квадратная мышца поясницы, которая находится вот в области поясницы, она ассоциирована с кишечником, кишечник воспаляется, и эта мышца может выключаться. И также это может быть эмоция, человек может заедать что-то. Большое количество углеводов, глютена, быстрых углеводов приводит к тому, что кишечник воспаляется, и, соответственно, эта эмоция приводит к изменению биохимии, и потом уже изменяется опорно-двигательный аппарат. Да просто может человек питаться так, как он обычно питается, потом с ним происходит какой-то резкий стресс. Да, это уже на другая этом стрессе, дорожка. ну, это, вот, Это да, другая понятно. дорожка, которая уже Я, идет. конечно, про свою. Да, это другое направление проблемы. Это направление идет уже от, скорее всего, от надпочечников. Потому что когда у нас идет стресс, выгорание, то это уже работа наших надпочечников, о которых мы будем говорить в следующем сезоне. Да? Ну, конечно. Сейчас же у нас Несмотря на печень. то, что следующий сезон у нас Следующий- связан с сердцем. Нет, в следующем сезоне, когда мы будем говорить о почках и надпочечниках. То есть ближе к зиме. Да. Но с точки зрения китайской медицины, огонь перикарда, то есть перикард это такая вот аналогия в китайской медицине, он связан с надпочечниками как раз, то есть это огонь. Вот. Поэтому, возможно, мы будем рассматривать надпочечники уже в следующем сезоне. Ну и, кстати, мы не упомянули важный момент, когда говорили про типы метаболизма, что у каждого из типов метаболизма, да, из 3 Да. типов, есть своя ведущая Да, эндокринная это железа. очень важно. Вот. И в частности надпочечники. Надпочечники – ведущая железа у скандинавского типа метаболизма. Вот. Также вот у европейского типа это щитовидная железа, которая не любит длительного голода. Немного о голоде. Вообще рекомендуются так называемые разгрузочные такие вот интервальные голодания, когда вы, допустим, не кушаете после 18 часов и до утра какое-то время. Если мы говорим про голод, то голод забирает энергию щитовидной железы, и тогда превращение гормона щитовидной железы происходит очень медленно, и возможно, что этот дисбаланс уже будет очень сложно вернуть. Вот. Поэтому те, кто занимается какими-то такими экстремальными практиками, нужно очень консультироваться. Да, хотя вот меня, в частности, очень, я помню, вдохновила идея аутофагии, которая запускается спустя как минимум суток голодания, как минимум, то есть после суток и так дальше. Но если мы говорим про интервальное голодание, то это тоже, в общем-то, годится, да? Ну, если говорить вообще про голодание, то человек в нашу эпоху, он находится уже в таком голоде. То есть он находится уже в дефицитах. Мы говорим про паразиты, которые у большинства живут. Это еще нагрузка. Нагрузка, то есть паразиты забирают ту пищу, те микроэлементы. Мы говорим про тяжелые металлы, которые оседают в той же печени. И те продукты, которые доходят уже до нас, они минимальны. Плюс продукты очень изменились за последние 20 лет. Это не те продукты, которые, допустим, сейчас мы едим, которые мы ели в детстве. Да, да. До сих пор для людей это открытие, что очень мало вообще полезного, что остается в овощах. Ну, дело в том, что, видишь, это мы с тобой изучаем этот вопрос. А люди, вот, они как питались 10 лет назад, либо 20 лет назад, они продолжают по той же схеме. А наши мама, папа так питались, и мы так тоже питаемся. Да. Однако сейчас продукты уже стали другими. И очень... Полезного в них мало. Да, и очень важно понимать, что вы едите. Это может быть монодиета какая-то. Потому что для себя я понял, что когда я ем какую-то разнообразную пищу, она может мне вообще не заходить. То есть если я позволяю себе съесть разные фрукты, к примеру, которые, возможно, не совсем мне подходят, в том числе банан. Вот, мы вернулись к бананам. Я говорил про кишечник, который воспален, и что бананы, они усиливают воспаление кишечника, особенно у европейского типа метаболизма. Вот, поэтому, когда мы только начинали сидеть на своей диете, то бананы нам вообще не заходили. И спустя вот только 4 года мы потихоньку можем себе позволить банан раз
в месяц. в неделю, да, в месяц, и он не так сильно на нас влияет, не раздражает наш кишечник. Мгм. Казалось бы, бананы это очень, ну, можно сказать, наивно и смешно, но когда человек приезжает, допустим, в Таиланд, так по срезу, что он ест бананы при всех опросах, люди едят бананы почему-то. Ну, Мгм. те, кто приезжают, они едят манго, папайя, бананы. Почему? Потому что они доступны, Мгм. они есть везде. Вот. Но еще раз говорю, что они не всем подходят. Это очень важно Но понимать. правда и в том, что бы мы ни ели, будь то бананы или что-то еще, мы каждый продукт мы тестируем в Да. магазине. Ну, благо нам это удобно делать вдвоем, и мы умеем это делать, что немаловажно. Потому что кажется людям, что можно очень легко, да, вот так вот надавить на руку, и все Мгм. получится, и все сразу ответы придут. Ну, этому нужно обучаться. Если вы живете в паре, если у вас семья, к примеру, и вы хотите помочь своим детям вырасти крепкими, я рекомендую вам обучиться мышечному тесту, потому что это вам сэкономит большое количество денег, нервов и, конечно же, вашего здоровья. Мгм. Почему? Потому что вы без проблем сможете понимать, что вам подходит, а что не подходит. Да. А, Почему это важно? Потому что даже если, к примеру, на полке лежат одинаковые продукты, они могут иметь разный срок годности, разное состояние, особенно в жаре. Допустим, сегодня я купил фрукты, как бы, да, которые вроде бы безобидны, но они уже оказались ну, Полежавшие. полежавшими, да, и в итоге их лучше не употреблять. Мгм. И самое интересное, что когда мы тестируем продукты через мышечный тест, нужно знать, как это происходит. Почему? Потому что там есть нюансы, и тот, кто тестирует, должен знать эти нюансы, Мгм. иначе можно натворить всяких ошибок. Когда я только начинал тестировать, я совершал эти ошибки, но, как говорится, Перестал это делать. почему? Потому что обучился всему. Мгм. Ну и давай, наверное, мы подойдем к самому важному моменту, Да. что нужно есть для того, чтобы поддерживать свою печень здоровой, для того, чтобы помогать ей выводить продукты Давай покажем даже, обмена. да? Ну, давай с продуктов просто С начнем. продуктов. Продукты, какие полезные продукты есть. Ну, вернемся к теме китайской медицины и того, что печени соответствует зеленый Мгм. цвет. Соответственно, продукты зеленого цвета, в частности, это что, листовая зелень, очень полезна для печени. Особенно кинза, Особенно кинза, да, для выведения тяжелых тяжелых металлов. металлов. Но имеется в виду именно такие побольше, да, которые можно именно, ну, кинзой не всегда получается наесться, Ну, а пускай это будет сельдерей или листья какие-то салата, но желательно, чтобы это было, конечно, органические продукты, если у вас есть такие в доступе. Не гидропонические, которых здесь вот тоже, кстати, изобилие в магазине у нас гидропоника выращенная. на большом количестве всех полезных веществ, в кавычках, конечно. Да-да-да. И ей можно как раз-таки Да, и и интоксикацию получить. да, так что если вы живете в Таиланде, то вам нужно избегать этих продуктов и берите только органику. Она здесь тоже имеется в макро либо в лотосе. Либо в лавках у тайцев можно Ну иногда найти что-то полезное. Ну, конечно, это уже такая насмотренность. Она со временем возникает, и можно на это опереться. Что еще вообще-то? Ну, рекомендуют крестоцветный, хотя мы только что сказали, что для европейского типа метаболизма брокколи не подходит. Ну, Это для крестоцветный. азиатского, тайского подходит, Да. например. Но, например, это будет редис, который тоже относится к крестоцветным и Мгм. имеет горький вкус, или, да, горький вкус. Хотя, конечно же, в первую очередь нужно опираться на кислый вкус. Вот для печени самое лучшее, что вы можете делать, это есть продукты кислого вкуса. Это что у нас? Лимон, лайм, это у нас грейпфруты, это у нас яблоки, ну, желательно сезонные, конечно же, да, ягоды Мгм. также, потом что ферментированные продукты тоже имеют кислый вкус, это квашеная капуста, что еще у нас ферментированные, ну, какие-то соленые, не маринованные, например, овощи, а именно Мгм. соленые. Мгм. Ну, конечно же, это жиры. Жиры имеется в виду, что полезные жиры – это масло кхи, например,
Это MCT масло и оливковое масло и конопляное масло. Ну и, конечно же, нужно, чтобы это были какие-то органические продукты, вот, опять-таки. Вот. Белки. Ну, рекомендуется, что если речь идет про рыбу, то это не промысловая рыба, правильно? Да. Не промысловая, то есть дикого выгула. И большое количество яиц. Яйца тоже фермерские, желательно, чтобы это было. И мясо травяного откорма. Если вы едите мясо, то желательно, чтобы это был травяной откорм, не зерновой. Ну, бывает, что пишут на упаковке, из чего это сделано. Так, и, конечно же, в первую очередь вам нужно, как мы говорили, повысить уровень кислоты в желудке. Да. И здесь у нас три продукта. Это цинк. Нутриента. Да. Мы не взяли с собой цинк. Также это бетаин, который будет повышать кислотность и помогать работе печени. И также это такой препарат, как НАК, который помогает выводить тяжелые металлы. Что у нас есть? Ну, также это наш набор. Мы показываем то, что без чего мы не живем. Это вот магний-цитрат. Для европейского типа метаболизма это must-have вообще. То есть цитраты, они позволяют как раз-таки выводить, очищать желудочно-кишечный тракт. Это прям очень важная тема. Must-have. Да, must-have. Что у нас тут еще есть? У нас тут есть, конечно, селен. Для печени вообще очень важен селен. В особенности селеноцистеин. Ну, вообще в целом селен, что он делает? Он проникает в клетку и очищает ее. И для восстановления фаз детоксикации печени важен селен, поэтому селена много не бывает. Был такой профессор, который лечил рак только лишь селеном в больших дозировках. Поэтому селен у нас находится в каких бразильских орехах. 1-2 ореха в день, как минимум, вы можете употреблять для того, чтобы восполнять норму селена. Также есть рекомендации, расскажи про витамин Е, наверное, да? Витамин Е. Триенолы. Ну, вообще витамин Е, он ассоциирован, к примеру, с нашими половыми органами. Но вот также есть такая теория, что витамин Е, он отвечает за женское здоровье, поэтому очень важен для поддержания женского гормонального фона в том числе. Причем вот то, что мы выставляем сюда, это то, что мы протестировали. Мы не топим за какие-то конкретные производителей, но по тесту зачастую именно вот эти продукты подходят практически всем. Ну, в общем, цинк — это первое, магний, цинк — это база. Здесь нету еще витамина D, который также очень важен. И также для печени очень важен омега. Омега-3. Да. И еще для очищения печени, вот я не взяла, кстати, очень классный препарат Супер Детокс, который я сейчас тоже употребляю. Так, что там? Ну, там набор трав. Да, вот, кстати, про травы тоже мы можем поговорить. Набор трав, и вот они способствуют мягкой детоксикации. Если говорить про травы, то для печени, как правило, используются горькие травы, то есть горечи для стимуляции очищения. И мы наверное, не будем сейчас перечислять. А мы напишем в описании к этому видео, либо в чат мы выложим такой небольшой протокол, который вам точно не навредит, а поможет вам. Да. Вот. И этот протокол мы использовали, и вы можете попробовать на своем опыте. Да, там ничего сложного. 4, по-моему, 4 или 5 трав. Ничего сложного нет. В России, в частности, где-то купить. Да. И очень важно еще для азиатского типа метаболизма, он также называется тайский метаболизм, очень важно поддерживать выработку соляной кислоты с помощью B12. Вообще B12 он must-have для всех. Да, согласна, очень важная бодрит. Тема. Очень бодрит. Да. А почему бодрит? Потому что метилирование также находится и происходит в нашем мозге. И наша печень, она связана с нашим мозгом. То есть, по сути, если мы говорим
про восстановление фаз детоксикации печени, мы говорим про восстановление работы нашего мозга. Мгм. Вот. Так, Да, потому что если фазы детоксикации не нарушено. налажены, нарушены, то страдает и мозг, и что происходит вот с аммиаком, в частности, да? Да, белок, Любимый. который перерабатывается в нашей печени, он трансформируется в аммиак и выводится с помощью желчи. А если таким образом нарушена какая-то фаза детоксикации, продукты обмена накапливаются в печени, и как раз-таки эти продукты могут влиять на наш мозг очень разрушительным Да. фактором, поэтому И один из признаков нарушения работы печени – это характерный запах аммиака. Очень часто мы встречаем тоже в практике, когда люди на таком перепутье приходят, и у них очень характерный такой, ну или у пожилых людей такая история да, бывает, очень такой яркий, не лучше сильно себя приятный запах. не доводить до этого и всегда держать формы. Мгм. И Но всегда, бывает, что и у молодых такое да, случается. сейчас получается риски, э, они начинают молодеть. То есть то, что, Болезни молодеют, да, да? то, что было раньше в 40 лет, сейчас в 30 лет происходит. Почему происходит? Потому что гиподинамия, питание фастфудами, и это все приводит к тому, что организм истощается потихоньку. А если организм истощается, то, соответственно, он какое-то время может держать себя на определенном пике, да, когда мы говорим про стресс, и он может компенсировать этот стресс. Однако, если человек не меняет что-то в своей жизни, Мгм. то он идет на истощение и падает в такую яму, из которой очень сложно выбраться. Но я хочу все-таки сделать акцент мотивационный, Давай. потому что, как мы наблюдаем последние десятилетия, а, тенденция сейчас идет к тому, что все перевернулось наоборот. И то, как выглядели раньше люди в 50 лет, сейчас они выглядят в 50 лет как на 30 лет. Мгм. То есть, ну, как сейчас говорят, 50 is the new 30. Вот такая вот тенденция. То Но есть, если человек поддерживает себя в форме, знает как это делаем мы, нюансы. например, знает некоторые нюансы, да, практикует на себе. Понятно, что очень много допущений может быть в практике, ну, условно, в жизни. В частности, вот я про себя говорю, что очень много я могу себе позволять, но при этом я понимаю, что если вдруг начинает перевешивать, как это, чаша весов перевешивает немножечко в другую сторону, то я очень быстро включаюсь и стараюсь ее оттянуть в другую сторону, потому что мне в этом теле еще жить долго, я планирую, Счастливо. и счастливо. И мне очень важно то, как я выгляжу, и то, как я чувствую. Поэтому все меры хороши, ну, все натуральные, мы же все-таки за натуральные меры, да, за Да. органик, эко, Биолавинг. биолавинг, да, и мы, хотя мы живем вот в эпоху высоких технологий, да, и, естественно, мы вынуждены с этим мириться, но мы всегда очень перепроверяем те или иные нововведения, изобретения, потому что в последние годы, вот буквально там пару лет, идет такой пересмотр. И в целом тенденции, даже тренды wellness в этом текущем 26-м году, Так, конечно же, они говорят о том, что идет возврат в естественное. То есть уже как раз не про биохакинг идет речь, Про ну, биолавинг. люди говорят про биолавинг, они не знают вообще еще таких терминов, потому что мы их еще не вывели на международный рынок. Но идет возврат к естественному, да, как это сказать, естественному. естественной среде обитания человека. И даже Министерство здравоохранения Америки в этом году изменило свои тенденции в диете. И в первую очередь раньше у них были углеводы, Мгм. ты могла видеть и участвовать в этом. И Да. только лишь в 2026 году Мгм. тренды изменились, и сейчас идет в первую очередь белок по Мгм. диете, Мгм. собственно, подтверждает наши с тобой слова. Нормативы употребления имеется в Я виду. могу сказать, что да, ты заметила, что часть людей, которые эволюционируют, они выбирают методики, которые позволяют им поддерживать себя в норме. Однако другая половина людей, которые не знают таких секретов, которыми мы делимся на этом канале, делимся с вами на наших программах, они
не справляется с тем количеством стресса, который на них сейчас сваливается, потому что стресса с каждым годом вы можете увидеть, что количество стресса растет. Я это связываю с сингулярностью, потому что мы все идем, как говорится, к так называемому великому переходу. Или в процессе этого великого перехода. Да, и получается, если вы так заметили, что время сейчас очень такое интенсивно быстрое, нужно быстро себя всегда приводить в форму. Уметь адаптироваться к изменениям окружающей среды. Вообще уметь адаптироваться, либо эта окружающая среда тебя просто потихонечку сотрет. Да. Вот. И если вы знаете нюансы, знаете себя, чувствуете те продукты, которые вы употребляете, знаете схемы, какие БАДы нужны в первую очередь, то вы можете быстрее адаптироваться к окружающей среде, Да. максимально быть лучшей версией себя и радоваться жизни, потому что радость, любовь, сострадание — это самое главное качество, которое человек может испытывать в процессе своего творчества. Да. И имея такие знания, вы можете реализовать свое относительное предназначение, потому что относительное предназначение у всех разное, и мы идем... Что это имеется в виду? Предназначение вот в этом мире? Да, в этом мире проявленном. Когда у вас есть понимание, как работает биохимия, опорно-двигательный аппарат, работают ваши эмоции, вы с этим знанием можете полностью себя перепрошить и идти по направлению к своей мечте, к своей идее. Правильно? Просто чувствовать себя хорошо, перепрошить, и потом, что такое wellness, это же уже этап поддержания, почему мы говорим про wellness. А до этого еще идут предварительные этапы, да, то есть вот и детокс, и активация, вот эти вот все этапы, про которые мы сейчас проговорили. Вот. Супер. На этом мы будем потихоньку заканчивать. Да. Если у вас есть вопросы, вы можете их написать под этим видео, либо задать в чате. И я надеюсь, информация была полезна. Я тоже надеюсь, что информация была полезна. Благодарю тебя. Взаимно. И до новых встреч. Муа.